С 2022 года у меня открыты счета в разных странах, у меня есть несколько бизнес-направлений и есть семья. И очень важно разделять расходы, чтобы каждый бизнес считался отдельно, а семейные расходы отдельно. Но это так трудно сделать, потому что банки все специфичные, выгрузки все абсолютно разные. Я скрупулезно вел специальную табличку, в которую прямо вручную записывал ежемесячные расходы, конвертировал в доллары, потому что валюты все разные. И вот в такой табличке я видел наши расходы за каждый месяц. А бизнес-расходы считал финансовый директор по разным направлениям. Я собрал вот такую систему в Клод-код по каждому бизнесу, которая подтягивает расходы по всем банкам, всем карточкам и формирует вот такой дашборд. В случае со счетами по бизнесу есть специальное API подключение к банку, и он тянет все выписки автоматически. В случае с личными расходами приходится загружать выписки самостоятельно. А я специально заблюрил все цифры и какие-то чувствительные данные, потому что это видео в публичном доступе. Ключевой принцип я поставил сюда только необходимые вещи, которыми я буду пользоваться. То есть я мог бы делать какие-то хитрые графики, которыми насыщен весь интернет, потому что нейросети строят очень крутые вещи, но для меня было важно пользоваться дашбордом, а не просто строить что-то там ради того, чтобы строить. Что здесь происходит? Банки, Банк Грузии, банки Эмиратов, банки Казахстана, их особенность в том, что абсолютно неудобно наблюдать вообще какие-либо расходы. Они написаны так, что вообще ничего не поймешь, то есть вручную это отслеживать абсолютно нереально, но нейронка очень легко в этом всем может разобраться. То есть она как профессиональный бухгалтер раскидает расходы, которые понимает, которые не понимает, спросит. А после того, как она спросила, я ей говорю, запиши это себе в правила, и с тех пор она не забывает. Например, она знает, что вот этот расход – это аренда. И когда я в следующий раз, в следующем месяце загружаю ей выписку, на что можно потратить буквально 5 минут, она уже все раскидывает по категориям. Таким образом, я получаю четко по категориям все расходы на семью по каждому месяцу. Могу выбрать несколько месяцев сразу или все месяцы и увидеть картину. Следующий момент, который есть в дашборде. Мы открывали новый бизнес в Тбилиси с женой, офлайн-магазин чая и кофе. И пока не был открыт счет бизнесовый, то я тратил прямо с личной карты. И, как я сказал, очень важно бизнес и личное разделять. Этот дашборд это учитывает. Он знает, я в него загрузил все траты, касающиеся бизнеса, и он их учитывает и вычитает отсюда. Таким образом, я получаю очень-очень чистый результат. И вижу действительно личные траты. Если я выберу какой-то месяц, например, май, я могу выбрать конкретный банк и посмотреть расходы по конкретному банку. Еще важный момент. Если я делаю крупную покупку, то в таком случае данные могут исказиться. То есть средняя трата по месяцу будет очень большая, и это будет вводить в заблуждение. Поэтому здесь есть пункт «Отдельные траты». И вот если я нажму «Разовые траты открыть», то у нас сразу появляется дополнительная сумма. Все суммы пересчитываются, и я вижу реальные траты. Но в то же время, если я хочу смотреть траты без вот этих сильных всплесков, то я просто скрываю эти разовые траты. Дальше.
Снизу есть расходы по месяцам, и я вижу, в какой месяц расходов было больше, в какой месяц меньше и по каким банкам. Я вижу среднюю помесячную стоимость по каждому месяцу, и также я вижу разбивку по банкам. Как результат, до появления моего дашборда я тратил 2-3 часа в месяц для того, чтобы подбить все семейные расходы и просто увидеть цифру. А сейчас у меня это занимает буквально 5-10 минут выгрузить отчеты в нейронку, и я получаю не просто цифру, а полный отчет по категориям. И когда я вижу полный отчет по категориям, этим уже можно полноценно управлять. По бизнесу у меня сделаны более сложные дашборды, там полноценный P&L отчет, только я вынес самые важные для меня данные. Если хотите, чтобы я показал дашборды по бизнесу, напишите в комментариях, запишу про это видео. Всем спасибо за просмотр, пока!